Перед вами изображение автора и ведущей программы «Ситуация Уты Кильтер», лицу, изображение которого обращено к вам, и лично видеомейкеру Виктору Маляренко представилось целесообразным вслед за первой программой, посвященной Центру современного искусства «Сорос Одесса», в которой было рассказано о том, как и почему возник этот центр именно в нашем городе и каковы функции, осуществляемые им, поведать одесситам, чего следует ожидать и на что рассчитывать художникам и просто любителям искусства. Что такое Центр современного искусства? Во-первых, Сороса ли? Потому что мы сейчас переживаем очередной переходный период. И переходный период – это достаточно постоянное наше состояние. Сейчас мы являемся Центром современного искусства Сороса Одесса. Вскоре мы должны стать Центром современного искусства Одесса. Что можно ожидать было от центра Сороса? Прошло почти, не 2 года, 1,5 года, чуть больше, чем 1,5 года его существования, поэтому что можно ожидать впредь? Вот он открыт, он функционирует, он имеет место, что жители города, я не говорю даже о художественной среде, что могут вот просто обитатели нашего города ожидать от центра, что следует им ожидать? Ну, во-первых, он сейчас находится в режиме трансформации из программы регионального отделения фонда «Відродження» в самостоятельное юридическое лицо. Очевидно, это повлечет за собой смену даже названия. Мы будем называться просто Центром современного искусства, без слова «Сорос». Очевидно, это не будет уже такое... То есть это знаменитое урезание Соросом его программ? Ну, я не могу сказать, что наша активность будет сильно урезана. Увеличивается степень свободы. Мы сможем обращаться за поддержкой к другим институциям. Мы приобретаем большую независимость и, соответственно, большую ответственность. Кроме того, я надеюсь, что исчерпан уже, на мой взгляд, морально исчерпан период, когда мы могли функционировать как офис. Это было бюро. Да. Офис – это просто как бюро. Разумеется, правда, здесь идет речь о несколько ином уровне. Здесь есть оргтехника, здесь есть библиотека, здесь есть нечто большее, конечно. какие-то возможности видео, монтажа и так далее. Но мы хотели бы впредь более активно влиять на художественный процесс и его демонстрировать. Не ограничиваться документацией, это единственное, что можно сделать здесь. Документация и точечная поддержка. Оба наших видеоряда будут знакомить вас с выставками, имевшими место в галерее Тирс и поддержанными центром Сороса. Это что такое? Это зачем?
да. Спасибо. Спасибо. Ваши направления деятельности, в которых вы развиваетесь, и люди, которые чувствуют, что не могут оказаться, или просто интересуются, знают. Вот такой вопрос. Ну, во-первых, это так называемый веб-сайт. Это информация об одесских художниках, критиках, событиях в области визуальной культуры, которые распространяются в сети интернет. Мы заинтересованы сами в пополнении этой информационной страницы и очень много и упорно работаем над ее совершенствованием и расширением. Во-вторых, мы пытаемся построить образовательную программу. Это необычайно сложно в тех условиях, в которых мы сейчас говорим. В свою очередь мы проводим обязательно, по сути говоря, каждый год международную конференцию, более или менее удачную, которая проходит в Одессе с участием достаточно крупных и известных в мире, не у нас, а в мире специалистов в области современной культуры и визуального искусства. Кроме того, мы занимаемся изданием. Вот, мы телепередачи поддерживаем. Скажем так, в более косвенной форме, определенную поддержку, в косвенной очень форме поддержку У нас получаем. в титрах стоит, что на оборудование... Это косвенно, это достаточно косвенная форма. Это передача ситуации УТы в более прямой форме на основе гранта, передача Качука без названия. Я считаю, это немало. И вот я, увидев где-то в галереях, на ваших выставках, в акциях, по телевизору в программе «Ситуация УТА» или в передаче без названия, вдруг я осознала с завтрашнего утра, что вот я могу, хочу и умею, и даже что-то такое соорудила, да, я пришла к вам, но у меня нет никакого представления о современном искусстве. Я прихожу к вам, и вот я табула раса, но я хочу, мне кажется, что я в этом что-то понимаю. Что дальше происходит? Ну, во-первых, если ты посмотрела какие-то выставки или узнала что-то из телевизионных программ, ты уже не табуля раса. Тем более, если ты чувствуешь, что ты что-то можешь именно в этом направлении. Человек может прийти сюда, получить форму аппликации, заявки на поддержку или на грант, заполнить ее по всей форме, это достаточно сложно. Здесь ему помогут с этим, не так ли? Да, конечно, помогают. При желании заявителя, не говорить слово аппликанта. И затем в обусловленные сроки, которые, как правило, объявляются официально через средства массовой информации, через газеты, происходит конкурс этих заявок. Что-нибудь такое, допустим, формирование нового
что я к тебе обратила свой вопрос как к организатору, и ты отвечал как организатор. Четко, корректно, верно и целенаправленно. Но не секрет никому, что центр потому и возник, потому что ты все-таки в первую очередь художник. Ну, это спорный вопрос, кто ты больше, художник или активист, вот так принятое понятие, во всем мире так написано, активист. То есть человек, которого нельзя определить одним словом и одним понятием. Мне поэтому хотелось бы сказать, чтобы ты ответил то же самое, но как художник, то есть какой-то более частный, приватный, чтобы увидели твое лицо как Шуры Ройбурта. С одной стороны, такая социальная активность является, на мой взгляд, неотъемлемой частью понятия профессионализм современного художника. А с другой стороны, к сожалению, может быть, в моей деятельности вот такого рода активность занимает больше места, чем мне хотелось бы. Все потому, что существующая в Одессе система бытования художника, существующая в Одессе система презентации художника не рассчитана на какие-то цивилизованные современные формы, присущие современной культуре, современному искусству. Поэтому еще Гройс когда-то в начале 90-х годов или в конце 80-х сказал, что для того, чтобы произвести жест, западному художнику достаточно произвести жест, а вот советский еще в то время художник должен сначала обустроить площадку для этого жеста. Вот, к сожалению, работа по обустройству площадки оказалась несколько серьезнее, чем казалось в начале. Но, с другой стороны, она, к счастью, оказалась интереснее, чем мне казалось в начале. В любом случае, альтернатива созданию инфраструктуры, цивилизованной инфраструктуры для современного искусства, это либо идти в городской сад, то есть на потребительский рынок, поскольку здесь даже нет цивилизованного галерейного арт-рынка. Арт-бизнеса не существует. Либо идти в систему Союза художников, которая, обладая рядом действительно привлекательных моментов, это все-таки организация... И преимущества. Это организация, не ставящая жестко вопрос о профите, о потакании там, вкусом воришей. В то же время она консервативно, она придерживается моделей 30-х годов, не учитывая изменения, происходящие с самим искусством, с возникновением новых жанров, новых технологий, новых подходов кураторских. Мы решили показать с группой единомышленников еще в конце 80-х, в начале 90-х, мы решили показать, как может в Одессе существовать современное искусство, в каких формах, показать, как оно в состоянии вести диалог со всем миром, продвигать художника на какие-то международные там, каналы общения, привлекать сюда звезд современного искусства. И с тем или иным успехом мы показываем, что это возможно. Другое дело, хотелось бы, чтобы это было эффективнее. Что касается меня как художника, то, наверное, мне приятнее было бы, чтобы кто-то создал такую инфраструктуру вместо меня, и я спокойно пользовался ее благами. К сожалению, я понимаю, что если ни я, ни мои коллеги не создадим себе такую инфраструктуру сами, вопрос нашей социализации в нашу пользу без нашего участия никто не решит. Это фантастическая мысль последняя, потому что совсем недавно Миша Рожковецкий кричал: «Дайте мне современное искусство, я искусствовед, я буду писать статьи». Вот точно такая же моя трагедия. То есть я бы с удовольствием сидела, писала статьи, то есть я бы даже на телевидение не пошла. Но, к сожалению, у нас журнал так и не вырос на Украине, я вынуждена к существующему жанру обратиться, но я тоже, подайте мне современное искусство. Что можно с этим делать? Выкиньте Ройбурт. И вот и я о том же. Мы надеемся, что нам удалось прояснить, как именно реализует Центр современного искусства СОРОС свою деятельность. Ну а о том, какова она, эта деятельность, то есть аспект сугубо эстетический, точнее арт-критический, тема отдельной передачи, когда интерес будет сконцентрирован на проблемах сути и специфики новейшего искусства. Со следующей же передачей мы планируем познакомить вас с галереями города Берлина.